Друзья, приветствую вас на канале Legacy Driver. С вами, как всегда, я Стас, и это новая серия про Subaru. Сегодня у нас на дворе 26 декабря 2020 года. Довольно-таки важный день, потому что мы приехали наконец-то тестировать мой Subaru. После многочисленных дополнительных доработок, которые машина прошла летом 2020 года, мы приехали, как вы видите, на трек PCL в Иорданской долине. Напомню тем, кто не следит за моим каналом, то в январе 2020 года мы протестировали здесь, вернее, протестировал мой Subaru профессиональный гонщик, инструктор Филипп Розин. И тогда лучшее время, которое он показал здесь, лучшее время круга, он сделал 45.86. Это очень достойное время. Допустим, как я сравнивал с BMW M2, которая в стоке на хорошей резине делает здесь лучшее время 44.7. Значит, сегодня мы будем стараться улучшить время, которое мы поставили в прошлый раз. Машина доделана технически, настроена, донастроена подвеска. И я надеюсь, что удастся сегодня улучшить время. Единственная проблема, то есть единственное, что может нам помешать сегодня это сделать, это то, что я до сих пор катаюсь на все тех же шинах Michelin Pilot Sport Cup 2, которые уже прошли 5 полноценных трек-дней. И, скажем так, они далеко не в хорошем состоянии. Возможно, это будет, скорее всего, это будет их последний трек-день. После этого они уже уйдут в помойку. Так что единственная проблема, с которой мы можем столкнуться, это то, что шины, скорее всего, будут сдаваться раньше, чем машина. Я, к сожалению, более 8 месяцев не был на трек-днях. То есть вот в мае месяце был последний трек-день. После этого я, к сожалению, не тренировался. Во-первых, у нас настало наше знойное лето с температурами 40+, потом у нас был повторный карантин, второй карантин. Сейчас, кстати, у нас уже будет третий карантин вводиться. То машина была там на доработках, то, в общем, получилось только вот сейчас выбраться в конце декабря 2020 года. Наконец-то получилось выбраться на трек, и именно на вот этот вот трек PCL, на котором я и хотел протестировать вновь свой Субарик. Ну что ж, ребята, первая сессия. Будем надеяться, что не сильно я. Не сильно я разучился. Ох, как машинка доворачивает. Да, настройки подвески. Это, конечно, тема. Тихо. А теперь повесили. Кстати, ребят, по температуре сейчас примерно 16-18 градусов тепла. Как вы видели, ехали мы в очень агрессивном режиме. Температура не превышла 96 градусов. Это хорошо. Первая сессия показала ощутимые изменения в поведении автомобиля. А также эта сессия показала, насколько я, как водитель, заржавел в плане вождения на кольце. И полугодичный перерыв в тренировках привел к ухудшению времени круга. Несмотря на то, что сидя за рулем мне казалось, что я еду быстро, телеметрия доказывала обратное. Я даже начал сомневаться в показаниях моей любительской телеметрии, поэтому я решил посадить за руль инструктора по вождению Филиппа Розина. Вот, кстати, может быть, в чем проблема? 6 Гц всего лишь дает. Ну, ладно, как есть, так есть. שלוש ליטר סופר. זה 300 בגלגל, 300 בצד. זה נוסע מה זה טוב. Филипп готовится.
נו, מה נשמע? 45-6. סממם קרס, משהו לא בסדר. אז עשינו 45-8. כמה? 45-8? כן. אוקיי. בוא נבדוק לחץ אוויר. בוא נראה. זה אותם צמיגים מפעם קודמת? האמת שכן. אוקיי. תביא. מה, הצמיגים ההוא ימים יפים יותר. כן, הצמיגים כבר זהו, זה יום מסלול האחרון שלהם. תשים את זה קצת, יש את הדיגוי. 255. אתה מודד בברים? כן. בוא נוריד. כמה צריך להיות PSI? PSI 33, 34. 34 נשים או 33? התחמם עכשיו, אפשר ל-33 אני חושב. גם הצמיגים כמובן, כן, הם לקראת סוף חיים שלהם, זה בטוח. הצד ההוא בעיקר. כן. אתה נוסע הרבה בחוצאי, הצד ההוא יותר סובל. נכון. מבחינת היגוי של קדימה, אחורה, כאילו, לא יודע מה מתלים, כאילו אולי היית משנה כיוונים או משהו. יכול להיות שלרכך טיפה מקדימה. לרכך עוד קצת כדי שיהיה קצת... פחות תת-היגוי, וזה יכול להיות מאוד מאוד קשור לצמיגים שהם כבר בסוף החיים שלהם, אז הם מגבילים אותנו גם. הבנתי, אז פעם הבאה אני... כמה ימי מסלול עשית איתם? 5. 5? 5 ימי מסלול. תשמע, קאפ 2 יחסית שרד הרבה. זה שרד הרבה וזה אוטו כבד, אז זה יפה שהם הגיעו עד הלום, מה שנקרא. כן, כן, סבבה. אז אני ארכך קצת את הקוילוברים מקדימה וצמיגים חדשים. טיפה, לא יותר מדי. כן, בקטנה. עוד איזה 2 קליקים ככה, פלוס כמה מינוס. קמבר יש לך מקדימה? מינוס 2-2. הבעיה שגם מאחורה יש לי מינוס 2-2, כי אני לא יכול לשחק עם הקמבר מאחורה. אתה מבין? גם נאלצנו להרים אותה כדי טיפה להוריד את הקמבר, כי מאחורה אפילו היה מינוס 2.5 בהתחלה. עם הקוילוברים, אז עכשיו כאילו הרבנו אותה קצת למעלה וירד ל-2-2. אתה נוסע באוטו ביום-יום? דיילי לגמרי. כי אצלי ב-BRZ, מקדימה קמבר, בגלל שמאחורה גם יש לי 2.5 או 2.4 כזה. אז בטח מקדימה יש לך 3.5. 3. 3. כן, טוב, זה כבר לא כזה דיילי. פחות, כן. Cause so many time passed by. Don't know why I'm losing my mind. Ego was so strong inside. At this point I just live the lie. I just live the lie. I wish I could tell you why. I wish I could feel you again, but I know it's too late and I know you're away. There's a chance to apologize. Nah, nah, nah. It's a goodbye, just a goodbye. Forever and ever, you'll never come back. Just a goodbye, forever goodbye. I sit in my ride, think about you. Drive through the night, I got nothing to lose. Strobe city lights, they can tell me the truth. Tell me what I should do, I got nothing to lose. I got nothing to lose. Вот, в общем, сегодня здесь клуб француженок, причем очень легковесных француженок, как вы можете видеть. Очень слабенькие маленькие машинки, да, но с другой стороны, ну да. То есть очень слабенькие машинки, но с другой стороны они очень-очень легкие. BMW 1M. Вот эта тачка крутая. 8 штук всего таких в Израиле. Так, что у нас тут из интересного, ребят? Ну, вот такой вот Мустанг. Новенький. 2.3, я так понимаю, EcoBoost. 300 плюс сил. Не знаю, как едет, не довелось с ним побыть в группе. Какие-то как бы заряженные Ярисы. Такая бэха с шильдиками М, но не М. Что из интересного? Из интересного вот что. Из интересного это у нас Сильвия, я так понимаю, это S13, хотя написано 200SX. Приехал парень покайфовать. Время сегодня не делал, так что ничего не могу сказать. Хотя, знаете, узнаю, может быть и делал. דניאל, עשית זמנים איתה היום? באת ליהנות קצת? מתי הבאת אותה, תגיד לי? לפני כמה ימים. איזה יופי, אז תתחדש, אחי, מה זה, זהו? מכרת את הרנו? כן, זה במקום הרנו. די, אחי, תשמע, סטייל, אחי. סטייל, אחי, זה סטייל, אחי. עם כל הכבוד לרנו, RS, גן, נותן זה, אבל זה, אחי, זה סטייל. זה 13, נכון? זה 14. S14? כן. S14, על הטעות שלי.
Clio RS. В общем, ребята, трек PCL это действительно трек техничный, и он хорошо подходит для таких легких, маленьких маневренных машинок. Брембики, тут видите, все как надо. Здесь у нас отверстие, все как надо. MX-5. MX-5 тоже, кстати, видите, тормоза Tarox. Кстати, я здесь видел SL Роила как-то. Камуван, Рои, Доктор Брекс. Камуван. Так, 86-я АК BRZ-ка. Я пытался за ней удержаться, но он потихонечку от меня отрывался. Ну, вот смысл весь этой машины, как раз таки быстрое прохождение поворотов, ничего с этим не поделать. Очень быстрая машина на извилистых трассах и поворотах. Филипп на своей BRZ-ке в стоке, на хороших, более широких шинах выезжает из 45 секунд. А вот, кстати, вот этот вот Леон на крутых тормозилках от Tarox. Там тут комплект намного больше, чем у меня. Прям очень жесткий. Очень жесткий комплект, очень громадный. Я не знаю, тут, наверное, 300. Да нет, тут даже больше, чем 360, я думаю. Да, это 360. Это 360 комплект. 8 поршней, двухсоставной диск. И даже такая классика приехала, но, конечно же, не гонять, а больше как покрасоваться. Вот такая вот классика. BMW 1M. Очень крутая тачка. Вот такую бэху я все хотел бы. Такую и, наверное, BMW M2 Competition CS. Значит, ребят, в общем, я сейчас буду ехать очень спокойно, буду стараться учиться, буду пытаться просто вспоминать, как нужно водить. Плюс я дал свою вот эту вот непрофессиональную любительскую телеметрию другому парню, у которого есть более профессиональная телеметрия в машине, чтобы проверить, насколько точно, ну или не точно вот этот вот GPS трансмиттер, вот Q-Stars, то есть там какая-то самая такая лайтовая версия. И посмотрим, насколько точно или не точно она показывает время. Ну, поехали учиться. It's a goodbye, just a goodbye. Forever and ever, you never come back. Just a goodbye, forever goodbye. Пока я заново учился не бояться давить на газ на тех участках трека, где главная мышца в теле сжимается от страха, второй участник трек-дня сравнил мою телеметрию с другой, более точной телеметрией на инфракрасном датчике. И выяснилось то, что моя телеметрия на круг добавляла от 0.1 до 0.4 секунды. Так что по-хорошему надо будет раскошелиться на более точную телеметрию. Ну а теперь пришло время взять себя в руки и начать показывать более достойные результаты.
Я улучшил свое время до 47.059 секунд. Но мой рекорд на этом треке 46.93 секунды. Я обязан его превзойти сегодня. Так, ребята, стало уже довольно-таки жарко. И у меня просто уже не осталось передней правой покрышки. Так что я сделаю буквально несколько кругов, я не знаю, 3 круга, 4 может быть, даже не факт. Ну и попытаюсь сделать опять низкий 47 или может быть даже выйти с 47 секунд, не знаю. С этой убитой покрышкой уже не факт, что что-то получится. Ну, как есть. Поменяем в следующий раз резину и приедем на новой резине. ...46,91, лучший круг, 107 градусов. Фух, ну что ж, ребята, в общем, сделал 46.9, лучшее время по моей телеметрии. Ну, что могу сказать, надо тренироваться, если не тренироваться, то будем стоять на месте. Как-то так. אז קצת לסיכום. ברקס, מה שלא אהבת פעם הקודמת בינואר, נעלם, נכון? תוקן, מה שנקרא. אז פעם הבאה, צמיגים חדשים, מרכך מקדימה, ומקווה שיולדים לאזור 45 נמוך. יהיה. יאללה. שוב, אם היה לי עוד מקצה, גם היום היה כן, לדעתי גם 45 נמוך, תכלס, גם כן. בבוקר היה קר, כן, האספלט אז ממש יכול קר. להיות שזה גם משפיע קצת. סבבה. טוב, יאללה, אז ניפגש עוד מעט, אני מקווה שהסגר ייגמר מהר. אמן. Ну что ж, друзья, такой небольшой эпилог. В общем, давайте подытожим сегодняшний день. Значит, что у нас получилось? Ну, прежде всего, начнем с того, что в прошлый раз не понравилось Филиппу. Тормоза. Педаль тормоза. Как я и говорил, оказалось то, что в прошлый раз мы плохо прокачали систему. Скорее всего, там было немножко воздуха. Плюс колодки, которые там были, они отработали довольно-таки длительное время. И уже на них было такое вот слегка немножко стеклянное покрытие. Колодки, конечно же, я потом также заменил. Так что, в общем, с тормозами больше той проблемы, которая тогда мешала Филиппу, ее мы, по большому счету, убрали. Так что переходить пока что на какой-нибудь GTC OTCI я не собираюсь, останусь так как есть. Далее, значит, по характеру машины. Благодаря тому, что мы немножко поигрались с настройкой подвески, машина действительно стала немножко по-другому управляться, у нее появилось больше избыточной поворачиваемости, у нее, то есть, стал более такой игривый хвостик. Это, конечно же, довольно-таки весело и хорошо. Машина намного, ну, по моим ощущениям, намного лучше заныривает в поворот. В общем, по времени круга. В общем, к сожалению, во-первых, по времени круга, то, что мы узнали, то, что та любительская телеметрия, которая у меня есть, к сожалению, недостаточно для точных показаний. Я сравнил свою телеметрию с более профессиональной телеметрией, и разброс по времени там реально у меня шел от 0.1 до 0.4, причем большую часть времени это было
в плюс, то есть не в минус, а в плюс. То есть она добавляла 0, сколько, то есть до 0.4 она могла реально добавить. Моя телеметрия, которая у меня есть, в общем, ничего не поделать, надо покупать профессиональную телеметрию, чтобы действительно точно замерять время круга, ну и может, наконец-то буду, может быть, замерять даже время разгона и так далее. Значит, по телеметрии, в общем, что получилось? Время круга лучшего Филиппа получилось 45.6, то есть он улучшил на 0,2 секунды. Причина, я думал, что получится немножко лучше, Филипп тоже так думал, и причина была в том, чего я больше всего опасался, что шины, которые у меня сейчас стояли, это все те же шины, которые уже прожили 5 трек-дней, и они, к сожалению, сдулись. То есть передним покрышкам пришел конец, после этого трек-дня я буду полностью менять все 4 шины. Значит, получается, что Филипп сказал, что ему не хватило немножко шин. Во-вторых, также я дал Филиппу вести машину, полностью затянув свои кайловеры в самое максимально жесткое положение. И он как раз таки сказал, что так делать, тем более на Subaru, не надо. Он говорит, спереди расслабь кайловер, чтобы был небольшой такой боди-ролл, чтобы машина лучше приседала на внешнее колесо и загружала его лучше, чтобы улучшить зацеп на внешнем колесе. По своим ощущениям, в общем, я сделал все те же 46.9, как и в прошлый раз, правда, улучшил на 0,02 секунды, но как есть, я реально не тренировался целых 8 месяцев, и, к сожалению, получается так, что я тупо стою на месте, и это, конечно же, нехорошо. Я надеюсь, что когда закончится этот долбанный коронавирус, когда закончатся все вот эти вот карантины постоянные, что получится чаще выезжать на трек и улучшать свои водительские способности. Но уже, кстати, также отмечу, что действительно машина управляется гораздо интереснее и веселее, и заныривает в поворот гораздо лучше. То есть, действительно, мне не хватило реально скилла, чтобы улучшить свое время. Так что буду надеяться, что получится над этим работать. Самое, конечно же, также приятное в моем проекте, это то, что, как я и говорил раньше, проект получился сбалансированным и надежным. И я сейчас буду своим ходом возвращаться домой. Долгие 1,5 часа дороги меня ожидают. И это очень важно, потому что, как вы видите, не все автомобили заканчивают трек-день на ходу. То есть, к сожалению, некоторые автомобили потом уезжают на эвакуаторе, потому что произошли те или определенные поломки. И это, конечно же, неприятно. И, то есть, застревать здесь на несколько часов в Иорданской долине — это не самая приятная вещь. Ну что, ребята, все, у меня на сегодня все. Я надеюсь, что видос получится годным и он вам зайдет. Отпишитесь обязательно в комментариях. Кому понравится, обязательно ставьте лайки. Кому не понравится, ставьте дизлайки. Ну а мы с вами увидимся в следующем видео. А я вам желаю, как всегда, добра и удачи. Увидимся. Пока и счастливо.